Елена стояла перед зеркалом в туалетной комнате ресторана и не могла отвести взгляд от своего отражения. Белое платье сидело идеально, подчеркивая ее хрупкую фигуру. Каштановые волосы были уложены в элегантную прическу, украшенную жемчужными шпильками. Но глаза... В глазах читалось что-то непонятное. Страх? Сомнение? Тоска? За дверью шумела ее собственная свадьба. Артём, ее жених, теперь уже почти муж, принимал поздравления от гостей. Через 10 минут им предстояло поднять бокалы шампанского за свою любовь и счастье. Ей нужно было всего лишь вернуться в зал и улыбнуться. Но что-то удерживало ее здесь, перед этим безжалостным зеркалом. «Максим», — прошептала она, и ее голос дрогнул. «Максим». Имя, которое она не произносила вслух уже больше года. Имя человека, с которым она должна была стоять у алтаря в другой жизни. В той жизни, где не было аварии на трассе и перевернутой машины. В той жизни, где не было похорон в 26 лет. Елена закрыла глаза и прислонилась лбом к холодной поверхности зеркала. Что я делаю? Правильно ли это? Кольцо на ее пальце блеснуло под светом ламп. Платиновое, с небольшим бриллиантом. Не такое, какое выбрал бы Максим. Он любил простоту и часто говорил, что Лена сама — самый драгоценный камень в его жизни. Артём был другим, практичным, расчетливым, надежным. Он появился в ее жизни, когда она тонула в горе, и протянул руку помощи. Не давил, не торопил, просто был рядом. Плечо, на котором можно было выплакаться, голос, который говорил, что все будет хорошо. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. А потом как-то незаметно стал большим, чем просто поддержкой. И вот, спустя год после знакомства, они стояли на пороге новой жизни. Свадьба была его идеей. «Нужно двигаться дальше, Леночка. Максим хотел бы, чтобы ты была счастлива». Возможно, он был прав. Но почему тогда она чувствовала себя предательницей? Дверь туалетной комнаты тихо скрипнула. Елена резко выпрямилась и смахнула непрошенную слезу. В зеркале отразился пожилой мужчина в форме официанта. Седые, аккуратно подстриженные волосы, морщинистое лицо, добрые глаза. «Простите», — смутилась Елена, — «я сейчас выйду». «Не торопитесь». Голос официанта был неожиданно глубоким. Он осмотрелся по сторонам и сделал шаг вперед. «Простите за вторжение, но я должен вам кое-что сказать». Что-то в его тоне заставило Елену насторожиться. «Что именно?» Мужчина опустил взгляд, словно подбирая слова. Его пальцы нервно теребили кончик форменной бабочки. «Не пейте шампанское», — произнес он наконец. Ваш жених, он что-то подсыпал в ваш бокал. Елена почувствовала, как кровь отхлынула от лица. «Что? Вы что, с ума сошли? Зачем ему это делать?» Я видел собственными глазами. Когда накрывали стол для новобрачных, он подошел и бросил что-то в бокал с персиковой лентой. В ваш бокал. «Это какая-то ошибка». Елена покачала головой. «Артём не стал бы...» Но сомнение уже закралось в ее душу. Тревога, которая мучила ее весь день, вдруг приобрела четкие очертания. «Послушайте». Официант понизил голос до шепота. «Я работаю здесь 20 лет. Я видел сотни свадеб. И я знаю, когда что-то не так. Просто будьте осторожны. Поменяйте бокалы, когда никто не видит». Он развернулся, чтобы уйти, но Елена схватила его за рукав. «Подождите! Почему вы мне помогаете?» Старик помолчал. «У меня была дочь. Была». Его голос дрогнул. Она тоже не послушала, когда ее предупреждали. С этими словами он вышел, оставив Елену наедине с ее отражением и новыми страшными мыслями. Вернувшись в зал, Елена улыбалась. Ее лицо превратилось в маску счастливой невесты,
но внутри все кипело. Она медленно шла между столиками, принимая поздравления, а глазами искала Артема. Он стоял у стола для новобрачных, разговаривая с ее отцом. Высокий, подтянутый, в идеально сидящем смокинге. Уверенные жесты, легкая улыбка. Когда их взгляды встретились, он подмигнул ей, и она почувствовала, как сжалось сердце. Неужели я совсем не знаю этого человека? На столе действительно стояли 2 бокала шампанского. Один с персиковой лентой, другой с голубой. Их свадебные цвета, которые Артём сам предложил. Персиковый будет тебе к лицу, а голубой — цвет ясного неба, символ нашего безоблачного будущего. А вот и моя красавица. Артём подошел к ней и нежно поцеловал в висок. Все в порядке? Ты так долго. Просто волнуюсь. Она заставила себя улыбнуться. Такой важный день. Самый важный в нашей жизни. Он обнял ее за талию. Отец согласился поговорить с Валерием насчет участка под строительство. Думаю, мы сможем начать в следующем месяце. Артём работал в строительной компании и давно мечтал о собственном бизнесе. Отец Елены, владелец крупной торговой сети, обещал помочь с начальным капиталом. Свадебный подарок молодым. «Прекрасно», — кивнула она, не вникая в детали. Сейчас ее голову занимали совсем другие мысли. Музыка стихла, и ведущий взял микрофон. «Дамы и господа, настал самый торжественный момент. Прошу всех наполнить бокалы. Мы поднимем их за счастье новобрачных». Гости потянулись к фуршетным столам, а Артём подвел Елену к их месту. «Садись, любимая. Сейчас начнутся тосты, а потом танцы». Он галантно отодвинул стул. «Первый танец я берегу только для тебя». Елена опустилась на стул, не сводя глаз с бокалов. Ее взгляд упал на Артёма. Он внимательно наблюдал за ней, и в его глазах мелькнуло что-то странное. Или ей показалось? «Знаешь...» Она нервно сглотнула. «Я, пожалуй, выпью из твоего бокала. На счастье». Тень пробежала по его лицу. «Зачем? У тебя свой». Старая примета. Если молодожены поменяются бокалами перед первым тостом, их ждет долгая счастливая жизнь. Разве ты не слышал? Она потянулась к бокалу с голубой лентой. Рука Артёма молниеносно опустилась на ее запястье. «Нет», — произнес он резче, чем следовало. «То есть, я имею в виду, что все должно быть по правилам. Персиковый — твой цвет, голубой — мой». Их глаза встретились, и в этот момент Елена поняла, что официант не солгал. «Хорошо». Она отступила, делая вид, что уступает. «Как скажешь». Через минуту начались тосты. Отец Елены говорил о том, как гордится дочерью и радуется ее выбору. Подруга со слезами на глазах вспоминала их детство. Коллега Артёма рассказывал, каким ответственным и целеустремленным человеком является жених. А Елена смотрела на бокал с персиковой лентой и думала о том, что могло бы в нем быть. Снотворное? Яд? Что-то, что сделает ее послушной или вообще лишит сознания. Когда тосты закончились и настал момент поднять бокалы, Елена встала со своего места и, изобразив волнение, слегка пошатнулась. «Ой!» — воскликнула она, делая вид, что теряет равновесие. Ее рука задела бокал с персиковой лентой, и шампанское пролилось на белоснежную скатерть. «Прости, дорогой, я такая неуклюжая сегодня». Она виновато улыбнулась Артёму. «Можно мне твой бокал? А себе ты возьмешь новый». В его глазах она увидела такую ярость, что внутри все похолодело. Но это длилось лишь мгновение. Маска заботливого жениха тут же вернулась на место. «Конечно, любимая». Он поднял свой бокал и протянул ей. «Официант, принесите мне, пожалуйста, еще шампанского».
Пожилой официант, тот самый, что говорил с ней в туалетной комнате, появился с подносом, на котором стоял наполненный бокал. Наливая шампанское Артему, он незаметно подмигнул Елене. Она подняла бокал и сделала глоток, не спуская глаз с будущего мужа. Артем следил за ней так, будто ожидал чего-то, но ничего не произошло. Шампанское было просто шампанским, чуть теплым от долгого ожидания. «За нас», — сказала Елена, вложив в улыбку все свое актерское мастерство. «За нас», — эхом отозвался Артем и залпом выпил содержимое своего бокала. Свадебный танец. Десятки глаз устремлены на них. Вспышки фотоаппаратов, нежная мелодия. Все должно было быть идеально. Но для Елены это превратилось в кошмар. Она кружилась в объятиях Артема, чувствуя, как его рука сжимает ее талию сильнее, чем нужно. Он улыбался, но улыбка не касалась глаз. «Зачем ты это сделала?» — тихо спросил он, не переставая двигаться в такт музыки. «О чем ты?» Елена старалась, чтобы ее голос звучал невинно. «Не притворяйся». Его губы почти касались ее уха. «Старая примета? Серьезно? Мы оба знаем, что это чушь». «Артем, ты меня пугаешь». «Нет». Он резко развернул ее в танце, так что она почти потеряла равновесие. «Это ты меня пугаешь? Я думал, мы доверяем друг другу». Елена не ответила. Они продолжали танцевать, натянуто улыбаясь гостям. Когда мелодия закончилась, раздались аплодисменты. Артем церемонно поклонился и поцеловал руку невесты. Гости умилённо вздохнули, а затем он отвел ее в сторону, делая вид, что шепчет нежности. «Не знаю, что за игру ты затеяла, но советую прекратить». Его голос был ровным, но в глазах мелькали недобрые огоньки. «Это наш день. Не порти его». «Я не...» «Все в порядке?» К ним подошел отец Елены. «Вы такие серьезные». «Просто обсуждаем планы на медовый месяц». Артем мгновенно преобразился, став образцом довольного жизнью жениха. «Никак не можем решить, Мальдивы или Бали». «А почему не оба?» — рассмеялся отец. «Лена заслуживает лучшего отдыха. Я могу увеличить свадебный подарок». «Не стоит, папа», — быстро сказала Елена. «Мы справимся сами». «Ну что ты, дочка? Для кого же мне еще тратить деньги? Вы — мое будущее». Артем улыбнулся и крепче сжал руку Елены. «Мы очень благодарны, Николай Степанович. Правда, любимая». Елена кивнула, чувствуя, как ее охватывает ужас. Она больше не знала, кто этот человек рядом с ней, и что он собирался сделать с помощью того, что было в бокале. Вечер тянулся бесконечно. Елена механически выполняла все свадебные ритуалы, бросала букет, танцевала с отцом, резала торт, но мыслями была далеко. Когда наступила полночь, и большинство гостей разъехались, они с Артемом поднялись в номер для новобрачных. Роскошный люкс, с видом на центр города, усыпанная лепестками роз кровать, шампанское в серебряном ведерке со льдом. «Наконец-то мы одни». Артем закрыл дверь и повернулся к ней. Без свидетелей его лицо изменилось. Исчезла фальшивая улыбка, глаза стали холодными. «Что было в моем бокале?» — прямо спросила Елена. Он помолчал, рассматривая ее с каким-то странным выражением. «Снотворное», — наконец ответил он. «Ты была так напряжена весь день. Я хотел, чтобы ты расслабилась». «Снотворное? В мой бокал? Без моего ведома?» Она не могла поверить в то, что слышит. «Кто так делает, Артём?» «Тот, кто заботится о своей жене». Он шагнул к ней. «Я видел, как тебе тяжело. Эти флешбеки, упоминания о Максиме». При упоминании этого имени Елена вздрогнула. «Не смей», — прошептала она, — «не смей говорить о нем». «Почему?» — Артём прищурился. «Боишься признать, что до сих пор не отпустила его, что вышла за меня, все еще любя мертвеца?»
Елена отступила к окну. «Я думала, ты понимаешь, через что я прошла. Думала, ты...» «Что? Готов быть вечно вторым?» Он горько усмехнулся. «Знаешь, что самое забавное? Я действительно хотел быть с тобой. Даже несмотря на твою одержимость прошлым. Что-то в его словах, в его тоне заставило ее похолодеть. Ты сказал одержимость. А как еще это назвать?» Он подошел к мини-бару и налил себе виски. «Каждый месяц ездить на кладбище, хранить его вещи, разговаривать с фотографией». Елена побледнела. «Откуда ты знаешь про фотографию? Я никому не говорила?» Артём замер на мгновение, а потом пожал плечами. «Ты говорила. Или твоя подруга упоминала. Не помню. Но Елена точно знала, что никому не рассказывала о снимке Максима, который держала под подушкой первые месяцы после его смерти. Никому, кроме своего психотерапевта. В голове словно что-то щелкнуло. Все странности последних месяцев, все неловкие моменты и неожиданные совпадения внезапно начали складываться в пугающую картину. «Кто ты на самом деле?» — тихо спросила она. «И что тебе нужно от меня?» Артём усмехнулся. «Я твой муж, дорогая. Человек, который вытащил тебя из депрессии. Разве этого недостаточно?» Он сделал шаг к ней, но Елена отступила. «Не подходи. Лена, ты устала. Давай ляжем спать, а утром все обсудим». «Я никуда с тобой не лягу», — сказала она. «Я хочу знать правду. Сейчас же». Их взгляды встретились, и в этот момент Елена поняла, что никогда по-настоящему не знала этого человека. «Хорошо», — он отставил стакан с виски. «Хочешь правду?» «Вот она. Я нашел тебя не случайно. Я следил за тобой несколько месяцев, изучал твои привычки, твои слабости. Я даже посещал того же психотерапевта, чтобы выяснить, как лучше к тебе подойти». Елена почувствовала, как к горлу подступает тошнота. «Зачем?» «Затем, что у твоего отца есть то, что нужно мне. Связи, деньги, контракты. А у тебя — ключ к его сердцу и кошельку». Он говорил спокойно, почти буднично, словно объяснял математическую формулу. «Я не верю», — прошептала Елена. «Все это время... 1,5 года? Это была игра?» «Не все. Он пожал плечами. «Ты красивая женщина. С тобой приятно проводить время». Можно сказать, я совместил приятное с полезным. Каждое его слово било, как хлыст. Елена почувствовала, как земля уходит из-под ног. Она опустилась на край кровати, пытаясь осознать услышанное. «Ты чудовище». «Я предприниматель», — поправил он. «И да, я действительно подсыпал снотворное в твой бокал. Не хотел, чтобы первая брачная ночь превратилась в допрос. Но, похоже, уже поздно». Он снова сделал шаг к ней, и на этот раз в его движении было что-то угрожающее. «Не вздумай звонить и устраивать истерику», — предупредил он. «Никто тебе не поверит. Скажут, что у невесты нервный срыв. К тому же контракт с твоим отцом уже подписан». «Какой контракт?» Елена напряглась. «Тот, ради которого все затевалось. Строительство торгового центра на Прибрежной. Первый транш уже у меня на счету. Папа никогда... Папа сделает все для счастья дочери», — перебил Артём. «Особенно, когда она так влюблена в своего спасителя. Наивно, но мило». Елена вскочила на ноги, чувствуя, как внутри все кипит от ярости и унижения. «Я расскажу ему правду. Расскажу всем». «И что ты скажешь?» Артём усмехнулся. «Что твой муж планировал тебя одурманить? Думаешь, это отменит нашу свадьбу? Мы уже муж и жена, дорогая. Для развода нужны веские причины, а не паранойя уставшей невесты». Он был прав, и от этого становилось еще страшнее. «Полицию не вызовешь. Нет доказательств. Отец не поверит. Он души не чаял в благородном Артёме, который спас его девочку от депрессии». «Я все равно уйду от тебя», — твердо сказала она. «Прямо сейчас.
«Куда?» — он покачал головой. «В свадебном платье? Посреди ночи? К папе? Что ты ему скажешь?» Елена молчала, лихорадочно обдумывая варианты. «Вот что». Артём вдруг сменил тон на деловой. «Давай договоримся. Ты играешь роль счастливой жены год-полтора, пока я не получу всё, что нужно от твоего отца. Потом мы тихо разводимся. Несходство характеров, всё цивилизовано. Я даже отпишу тебе одну из квартир. Как тебе такое предложение?» Елена смотрела на него с ужасом и отвращением. «Ты серьезно думаешь, что я соглашусь? А у тебя есть выбор?» Он пожал плечами. «Иначе я устрою тебе такую жизнь, что ты сама взмолишься о пощаде. И поверь, я знаю, как это сделать». В его глазах мелькнуло что-то такое, от чего Елена поняла. Он не бросает слов на ветер. «Я подумаю», — сказала она, пытаясь выиграть время. «Думай», — он кивнул. «Только не слишком долго. А пока что...» Он вынул из кармана небольшой пузырек с таблетками. «Выпей снотворное добровольно. Утро вечера мудренее». Елена покачала головой. «Ни за что». «Как хочешь». Он убрал пузырек. «Тогда я сам посплю, а ты бодрствуй. Все равно далеко не уйдешь». Он повернулся к ней спиной и начал раздеваться, словно ничего необычного не произошло. Елена понимала, что должна бежать. Но куда? И как докажет свои слова? Кто поверит, что ее идеальный жених оказался расчетливым манипулятором? Она посмотрела на свой телефон. Можно было бы позвонить подруге, но та наверняка решит, что у нее просто предсвадебный мандраж. Елена почувствовала, как к горлу подступают слезы отчаяния и бессилия. Неужели ее жизнь превратится в кошмар из-за одного неверного решения? И вдруг ее осенило. Если Артём так долго следил за ней, изучал ее жизнь, то должны были остаться следы. Записи, фотографии, какие-то улики. Он слишком самоуверен, чтобы избавляться от всего. «Я согласна», — произнесла она, стараясь, чтобы голос звучал сломленно. «Ты прав, у меня нет выбора». Артём обернулся, и на его лице появилась удовлетворенная улыбка. «Вот и умница. Увидишь, все будет не так уж плохо». «Но у меня одно условие». Она подняла взгляд. «Дай мне месяц. Месяц, чтобы привыкнуть к ситуации. Не трогай меня это время». Он рассмеялся. «И ты думаешь, я поверю в это внезапное смирение? А какие у тебя варианты?» Она пожала плечами, копируя его недавний жест. «Либо так, либо я прямо сейчас закачу истерику на весь отель». И плевать на доказательства. Артём смерил ее долгим взглядом. «Хорошо», — наконец кивнул он. «Месяц. Но если ты попытаешься что-то выкинуть...» «Я поняла», — перебила она. «Можно мне принять душ? Хочу смыть с себя этот день». Он махнул рукой в сторону ванной. «Только не задерживайся. И да, я запер дверь номера, а ключ у меня. Так что даже не думай о побеге». Елена кивнула и скрылась в ванной. Закрыв дверь, она прислонилась к ней спиной и беззвучно заплакала. Но это были слезы не отчаяния, а ярости. Она найдет способ разрушить его планы, чего бы это ни стоило. Прошла неделя с того страшного вечера. Елена вела себя покорно и тихо, именно так, как ожидал от нее Артём. Они вернулись домой, в квартиру, которую он купил незадолго до свадьбы. Просторную, с видом на парк, но какую-то безликую, словно снятую с рекламного буклета. Артём уходил на работу, возвращался поздно вечером, обсуждал с ней планы на будущее так, будто той ночной сцены никогда не было. Единственное, что изменилось, он больше не пытался к ней прикоснуться, соблюдая их договоренность. А Елена ждала. Наблюдала. Искала. Каждый день, оставаясь одна, она методично обыскивала квартиру, сантиметр за сантиметром, шкаф за шкафом. Искала любую зацепку, любой намек на его прошлое,
его настоящие планы. Она изучала его документы, проверяла карманы пиджаков, листала ежедневник. Ничего подозрительного. Артём был осторожен. На 8-й день она обнаружила первую странность. Перебирая вещи в его рабочем столе, Елена нашла конверт с фотографиями. На них был запечатлен тот самый перекресток, где произошла авария с Максимом. Снимки были сделаны с разных ракурсов, словно кто-то изучал место происшествия. Сердце Елены забилось чаще. Почему у Артёма фотографии места аварии Максима? Чистое совпадение? Или... Она перевернула один из снимков. На обратной стороне была надпись «Вариант А. Светофор». Елена почувствовала, как по спине пробежал холодок. Что это значит? Что за варианты? И при чем здесь светофор? Она аккуратно вернула все на место, стараясь сохранить точное расположение бумаг. Нельзя, чтобы Артём заподозрил что-то. В тот вечер она была особенно приветлива с мужем. Даже приготовила его любимое блюдо. Он расслабился, видя ее смирение, и за ужином стал более разговорчивым. «Как продвигается проект с отцом?» — как бы, между прочим, спросила Елена. «Отлично». Артём довольно улыбнулся. «Первый этап финансирования уже получен. Скоро начнем подготовку участка». «Правда?» Она изобразила заинтересованность. «А где именно будет строительство?» «На Прибрежной». Он отпил вина. «Помнишь тот старый заброшенный склад? Снесем его и построим торговый центр. Выгодное место, транспортная развязка рядом, жилой массив». Елена кивнула, делая вид, что просто поддерживает светскую беседу. Но что-то в его словах заставило ее насторожиться. Прибрежная. Это ведь недалеко от места аварии Максима. Слишком много совпадений. «Кстати», — продолжил Артём, воодушевленный ее интересом, «завтра вечером у нас деловой ужин с твоим отцом и его партнерами. Надень что-нибудь элегантное и будь любезна со всеми. Особенно с Валерием. Он ключевое звено в нашей схеме». «Конечно», — улыбнулась Елена, думая о своем. «А кто такой Валерий?» «Начальник городского департамента строительства. Без его подписи мы не получим разрешения на снос старого здания. Но он уже практически в кармане. Твой отец знает, как с ним договориться». Вечером, когда Артём принимал душ, Елена незаметно проверила его телефон. Пароль она знала. День рождения его матери. Слишком простой выбор для человека его уровня осторожности. Может быть, он специально сделал его легким, зная, что жена попробует проверить? В телефоне тоже не нашлось ничего подозрительного, никаких странных сообщений или звонков, ни единого упоминания о Максиме или аварии. И вдруг, проверяя заметки, она наткнулась на короткую запись. «Ключ в гараже. Код 23416». Гараж? У них не было гаража. Артём всегда парковал машину у дома. Оставив телефон на месте, Елена отправилась спать, делая вид, что устала. Но сон не шел. В голове крутились обрывки мыслей, странные совпадения, которые постепенно складывались в пугающую картину. На следующий день, когда Артём ушел на работу, она решила проверить его бумажник. Обычно он оставлял его в прихожей, но сегодня взял с собой. Однако в кармане пиджака, который он не надел, обнаружилась потрёпанная визитка. Аренда боксов для хранения. Круглосуточно, конфиденциально. И адрес. Промзона на окраине города. Елена сфотографировала визитку на телефон и вернула на место. А затем вызвала такси. Промзона встретила её унылыми серыми зданиями и пустыми улицами. Водитель с подозрением посмотрел на элегантную женщину, вышедшую у ворот складского комплекса, но ничего не сказал. Охранник на входе, пожилой мужчина с усталым лицом, равнодушно кивнул, когда она назвалась женой Соколова. Даже не проверил документы, видимо, здесь ценили анонимность клиентов.
«Бокс номер 146, третий ряд», — буркнул он, возвращаясь к кроссворду. Елена шла между рядами одинаковых металлических дверей, чувствуя, как колотится сердце. Что она надеялась здесь найти? И что будет, если Артём узнает о ее визите? Бокс 146 ничем не отличался от остальных. Такая же серая дверь с электронным замком. Елена набрала код из заметки в телефоне Артёма. 23416. Замок пискнул и загорелся зеленым. Дверь поддалась. Внутри оказалось небольшое помещение, заставленное коробками и папками. На стене висела карта города с отметками, на полу стоял ноутбук. Елена осторожно осмотрелась. В углу обнаружился сейф, закрытый, без видимого способа открыть его. Рядом с ним лежала папка с документами. Она открыла ее и замерла. Первый лист содержал подробную информацию о Максиме. Его биографию, расписание, привычки. Там были даже сведения о его банковских счетах и медицинской страховке. Следующий документ описывал саму Елену. Те же подробности, та же скрупулезность. Артём изучал их обоих задолго до аварии. В коробке рядом лежали фотографии, сотни снимков, на которых были запечатлены она и Максим. В кафе, в парке, выходящие из дома. За ними следили месяцами. Руки Елены задрожали, когда она нашла небольшой блокнот с рукописными заметками. Она открыла его и начала читать. День 45. Объект А. Продолжает привычный маршрут. Всегда одно и то же время. Всегда одна дорога. Предсказуем. Уязвим. Светофор на перекрестке Прибрежной и Лесной программируется по стандартной схеме. Интервал зеленого сигнала — 40 секунд. Достаточно для плана. Елена перевернула страницу, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. День 60. Расчет времени подтвержден. Если объект А выйдет в 18:15, как обычно, достигнет критической точки ровно в 18:32. Грузовик будет на позиции. Дальше шли технические детали, которые она не понимала. Но следующая запись была предельно ясна. Операция выполнена успешно. Объект А устранен, следов не оставлено. Технический сбой светофора — идеальное объяснение. Следующий этап — сближение с объектом Б, ЕС. Расчетное время начала — через 3 месяца после похорон. Елена отшатнулась от блокнота, словно он был раскаленным. Ее колени подкосились, и она опустилась на пол. Артём спланировал и организовал аварию, в которой погиб Максим. А потом воспользовался ее горем, чтобы втереться в доверие. Все было рассчитано с самого начала. Но зачем? Что такого ценного у ее отца, ради чего стоило убить человека? И тут она вспомнила. Прибрежная. Склад на Прибрежной, который они собирались снести. Тот самый район, где произошла авария. Елена бросилась к карте на стене. Прибрежная улица была обведена красным, а рядом стояли цифры. Огромные суммы денег. И дата — 2022 год, за 2 года до аварии. Она отшатнулась, когда осознание обрушилось на нее. Земля под старым складом стоила целое состояние. Кто-то, Артём и его сообщники, планировали завладеть ею давно. Но владелец склада не хотел продавать. А потом появился ее отец со своими связями и влиянием. Им нужен был выход на Николая Степановича. И они нашли его, через его дочь. Но сначала нужно было убрать препятствие — Максима, который был финансово независим и мог помешать их планам. Елена почувствовала, как внутри все холодеет от ужаса и ярости. Она достала телефон и начала фотографировать документы, карту, заметки, все, что могло послужить доказательством. Внезапно она услышала звук открывающейся двери бокса. На пороге стоял Артём. «Вот ты где». Его голос был спокойным, но глаза метали молнии. «Решила устроить экскурсию без меня?»
Елена отступила к стене, пытаясь незаметно спрятать телефон в карман. «Я знаю, что ты сделал». Ее голос дрожал. «Ты убил Максима. Спланировал аварию. И что с того?» Он закрыл за собой дверь. Он был помехой. Слишком принципиальный, слишком честный. Такие люди не вписываются в большой бизнес. «Ты чудовище», — прошептала Елена. «Я все расскажу полиции». Артём рассмеялся. «И кто тебе поверит? Где доказательства? Думаешь, я не предусмотрел все варианты?» Он сделал шаг к ней, и Елена поняла, что он не позволит ей уйти отсюда с телефоном, полным улик. «Знаешь», — продолжил Артём, наблюдая за ней, как кошка за мышью, «я даже рад, что ты все узнала. Теперь не придется притворяться. А твоего отца я уже полностью убедил в своей благонадежности. Первый транш получен, контракт подписан. Даже если ты сейчас исчезнешь, ничего не изменится». «Исчезну?» — Елена сглотнула. «Ты хочешь убить тебя?» Он пожал плечами. «Не обязательно. Достаточно будет запереть где-нибудь, пока все не закончится. Скажем, нервный срыв, клиника за границей. Твой отец поверит. Он ведь знает, как ты страдала после смерти Максима». Елена лихорадочно оглядывалась в поисках оружия или пути к бегству. Но комната была маленькой, а Артём преграждал единственный выход. «А потом?» — спросила она, пытаясь выиграть время. «Когда контракты будут исполнены?» «А потом?» Он улыбнулся, и от этой улыбки у Елены по спине пробежал холодок. Несчастный случай. Передозировка успокоительных, например. Трагедия. Молодая вдова так и не смогла оправиться после смерти первого жениха, несмотря на все старания любящего мужа. «Ты все продумал», — прошептала она. «До мелочей», — кивнул он. «Я ведь не зря следил за тобой столько времени. Изучал, узнавал слабости. А теперь...» Он сделал еще один шаг к ней. «Отдай мне телефон. Я знаю, что ты сделала фотографии». В этот момент снаружи раздался шум, и дверь бокса с грохотом распахнулась. На пороге стоял охранник, тот самый усталый пожилой мужчина, а за его спиной виднелись несколько полицейских. «Арестован, Соколов!» — крикнул охранник, и только сейчас Елена заметила у него в руках полицейский жетон. «Руки за голову!» Артём рванулся назад, пытаясь достать что-то из кармана, но один из полицейских мгновенно скрутил его. Второй подошел к Елене. «Вы в порядке, госпожа Соколова?» Она кивнула, не в силах произнести ни слова. «Как? Как вы узнали?» Наконец выдавила она. Тот, кто назвался охранником, подошел ближе. «Меня зовут капитан Морозов», — представился он. «Мы давно следим за вашим мужем и его сообщниками. Коррупционная схема с земельными участками, мошенничество, подлог документов, но доказательств прямого насилия у нас не было. А сейчас? А сейчас, благодаря вам, у нас есть все. И записи с камер наблюдения, и его собственное признание». Елена непонимающе посмотрела на него. «Камеры». Капитан указал на маленькое устройство, незаметно установленное в углу потолка. «Мы установили их несколько месяцев назад, когда вышли на след вашего мужа. И сейчас записали все. Его угрозы, признание в организации аварии». Артём дернулся, пытаясь освободиться, но полицейский держал крепко. «Она лжет!» — выкрикнул он. «Она все подстроила!» «Странно, что ты не заметил камеры», — хмыкнул капитан. «Слишком самоуверен, да? Кстати, твои сообщники тоже арестованы. Игра окончена». Елена смотрела, как полицейские выводят Артёма, и чувствовала странное опустошение. Ни радость, ни облегчение, просто пустоту. «Что теперь?» — спросила она капитана, когда они остались вдвоем. «Теперь будет следствие, суд». Он пожал плечами. «А вам? Вам нужно время, чтобы прийти в себя. У вас есть куда пойти?» Елена задумалась. Домой она точно не вернется. В квартиру, где каждый сантиметр напоминал о лжи. К отцу? Нет, ему сейчас будет не до нее. К подруге? Возможно.
«Да», — кивнула она. «Есть». Она вышла из бокса на свежий воздух и глубоко вдохнула. Впервые за долгое время она чувствовала себя свободной. И впервые за долгое время она подумала о Максиме без острой боли в сердце. Он не заслужил такой смерти. Но теперь его убийца ответит за все. Прошло полгода. Елена стояла у могилы Максима с букетом белых лилий, его любимых цветов. Ветер трепал ее волосы, а солнце бросало теплые лучи на гранитную плиту. «Привет», — тихо сказала она. «Я давно не приходила, прости. Было много событий». Она присела на скамейку рядом с могилой. Суд закончился вчера. Артём получил 15 лет. Его сообщники тоже осуждены. Доказательств оказалось более чем достаточно. Они вели подробные записи о каждом шаге. Самоуверенные глупцы. Ветер шелестел листвой над ее головой, словно Максим слушал ее. «Знаешь, что странно?» — продолжила Елена. «Я не чувствую радости от его наказания. Только облегчение, что справедливость восторжествовала, и что ты можешь теперь покоиться с миром, зная, что твоя смерть не осталась безнаказанной». Она помолчала, перебирая лепестки лилий. «Папа до сих пор не может простить себе, что не разглядел в Артёме мошенника. Говорит, что подвел меня. Но я не виню его. Артём обманул всех нас. Он был очень убедителен». Елена вздохнула. «Я переехала, кстати. Купила маленькую квартиру в центре, недалеко от работы. Начала новую жизнь. И я встретила человека. Хорошего человека. Пока это просто дружба, но кто знает». Она улыбнулась своим мыслям. «Я думаю, ты бы его одобрил. Он честный и открытый. Художник. Мы познакомились в благотворительном фонде. Я начала там волонтёрить после всего, что случилось. Помогаю семьям, потерявшим близких в авариях. Кажется, я наконец нашла своё призвание». Елена встала и положила цветы на могилу. «Я всегда буду помнить тебя», — прошептала она. «Но теперь я могу жить дальше, зная, что твоя смерть не была напрасной». Артём думал, что его план идеален, но в итоге он сам стал причиной своего краха. Она провела рукой по холодному камню. «Знаешь, что сказал мне тот пожилой официант, который оказался капитаном полиции под прикрытием? Он сказал: порой самое важное решение в жизни — это довериться своему инстинкту. И он был прав. Если бы я не прислушалась к тому голосу внутри, который говорил, что что-то не так...» Елена замолчала, не договорив. Некоторые мысли лучше оставлять невысказанными. «Я буду приходить к тебе», — пообещала она. «Реже, чем раньше, но буду. И рассказывать, как идут дела. Мне кажется, тебе будет интересно». Она последний раз коснулась надгробия и пошла к выходу с кладбища. Там ее ждала подруга, которая привезла ее сюда. «Как ты?» — спросила та, когда Елена села в машину. «Знаешь...» — Елена задумчиво посмотрела в окно. «Впервые за долгое время я чувствую умиротворение, будто тяжелый камень наконец-то упал с души». «Это хорошо», — кивнула подруга. «Куда теперь?» Елена улыбнулась. «Домой. У меня сегодня первое занятие с детьми из центра поддержки. Буду учить их рисовать. Представляешь, в 30 лет я наконец-то вспомнила, что когда-то мечтала стать художницей. Никогда не поздно начать все сначала». Подруга тронула машину с места. Елена откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Перед внутренним взором пронеслись последние 2 года ее жизни. Боль, ложь, страх, отчаяние, а потом освобождение и надежда. Она вспомнила свой разбитый бокал на свадьбе. Тот самый момент, когда интуиция спасла ей жизнь. Разбитое стекло, разбитые надежды, разбитое зеркало ее прошлой жизни. Но из осколков всегда можно сложить что-то новое, что-то более настоящее. Елена открыла глаза и увидела свое отражение в зеркале заднего вида.
Женщина, прошедшая через ад и выжившая. Женщина, которая больше не боялась своего прошлого и была готова встретить будущее с открытым сердцем. «Знаешь», — сказала она, глядя на дорогу впереди, «иногда нужно что-то разбить, чтобы увидеть правду, даже если это правда о себе самой». Машина свернула за угол, и кладбище скрылось из виду. Впереди был город, залитый солнечным светом, и новая жизнь, в которой больше не было места для лжи. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите.